Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Внезапный поворот до конца июля в вашей судьбе. Что же придет на ваш порог? События, может быть, внезапные, неожиданные в течение июля и до конца месяца. Вот давайте с вами узнаем. И карты пасьянса о событиях и расскажут нам и покажут, что же там придет в вашу жизнь. Какие перемены идут на ваш порог, о чем вы, возможно, даже сейчас и не догадываетесь, а это случится совсем скоро. И вообще июль не тот месяц, когда мы, так с места в карьер куда-то торопимся. Все же больше такие энергии, которые к размышлению располагают. Но у нас прекрасный транзит, когда Юпитер в самом конце июня зашел в знак зодиака Лев, и на каждого из нас это будет оказывать влияние в той или иной сфере жизни, мои дорогие. Вот смотрите, у вас карта Солнца. Выбор правильного направления. И вот, кстати, Солнце, вы даже по Таро, кто смотрит мои расклады давно, знаете, что я говорю, что обозначает это направление длиной 6-8 месяцев. Поэтому приготовьтесь, что в июле у вас тут будет какой-то как переломный момент. Но это еще и ясность, поэтому ясность по какому-то вопросу у вас как раз может наступить. Но иногда ведь это прообраз нашего эго, Солнце тоже. Мы хотим именно так, как мы хотим. А тут обстоятельства могут складываться определенным образом, когда потребуется от вас, может быть, какое-то из Соломонова решение. И я такого не исключаю. Почему? А потому что две планеты. Плутон, который сейчас в вашем знаке зодиака, и он в ретро-движении, это как замедление, нам возвращает какую-то историю, не все будет решено быстро, а возможно некоторые вопросы, так в растяжку, до середины осени пройдут. Ну и ретро-меркурий, кстати, мы знаем, что по ретро-меркурию у нас бывают как сбои, информационные сбои, или когда нам приходится чуть дольше ждать получения какого-то документа, когда буквально мы куда-то отправляемся, а придется, вот как сбоит расписание, да, поэтому пересматривать маршруты, или, допустим, собирались в одно время ехать, поедем в другое, собирались в одно место, а может быть как-то переиграем свой маршрут и поедем в другое, да, место, или как транзит у нас получится. Тем не менее, вот смотрите, Солнце и голубь. Голубь – это благополучие. Даже если что-то для вас неожиданно, то перед вами открывают новые пути и дорожки. Это точно. Юпитер в Льве. И причем это тот период, который будет обозначен в 12 последующих лет. Но из этих 12 важен год. Вторая половина 26-го и первая половина 27-го. И из этого годичного цикла важен будет именно период 6 месяцев, то есть до конца 26-го. А у вас выпадает ангел. Ангел – это доброжелатель. Значит, есть какое-то контактное лицо, к примеру, которое вам может оказать содействие. Может быть, это кто-то из близких. Вот смотрите, как у вас все. Ох, как интересно. Колчан со стрелами в нашем пасьянсе – полное исполнение желаний. Я должна сказать, что насколько полное, я не берусь судить, будем реалистами. Я всегда к этому призываю. И мы все же рассматриваем с позиции позитивной психологии, здравого смысла, конечно, все то, что нам преподносят карты, да, но тем не менее, ведь какая-то задача, как исполнение желания, давайте назовем это возможность, все-таки идет в вашу жизнь. Поэтому в той или иной сфере жизни у вас тут будут очень позитивные какие-то дни. Может быть, очень важные дни, не случайно Солнце. И смотрите, дорога. Правда, тут дорога перемещения, переезды. Или, может быть, много каких-то путешествий. А для кого-то из вас это будет означать, что вы можете запланировать какую-то поездку. И смотрите, может быть, это вы не один и не одна. Или важную встречу. Ангел, а тут еще у нас и лебедь. Лебедь – это верность. И еще как любовь. Любовь и искренность, мои дорогие, надежность. Вот есть какой-то человек, да еще с ангелом, который вам помогает. Вот может быть буквально и так. И какие-то пути дорожки у вас явно будут. Или меняться, да, вот как в графике я говорила. Ну, а может быть и какие-то транзиты тоже. Будьте готовы к тому, что в принципе энергии таковы,
ну, знаете, когда на нас влияют решения других людей или обстоятельства, да, мы говорим, но это могут быть ситуативные какие-то тоже вопросы, как и получение сведений некоторых, да, может быть, то, что мы слышим в средствах массовой информации, ну, или то, что мы называем, ну, вот оно так сложилось помимо нашей воли, и, видимо, какую-то свою конфигурацию вам придется, тем не менее, как выравнивать, да, я такого не исключаю. Принимайте лишь то, что откликается в вашей душе. А мы с вами пойдем вперед, вообще замечательно. И давайте на колоде Ленорман Чиру Маркете узнаем, так а что же нового идет на ваш порог, в вашу жизнь в течение июля. Достанем карту. Важное событие. Что или кого вы не сможете проигнорировать, что вас не оставит равнодушным. Ну и, соответственно, что же это прояснится? Что или кто появится неожиданно, как оказия, возможность, шанс или человек? Что изменит ваши планы, мои дорогие, до конца июля? Ну и достанем карту совет, одновременно к чему приготовиться. Итак, что же тут нового? А правда элемент новизны всадник? Всадник тут нам буквально почтальон, и поэтому у кого-то из вас получение важной бумаги может быть какая-то дорога, либо вы к кому-то, либо к вам, кто-то, какая-то важная встреча или планирование как таковой встречи. Здесь соответствует девятке червей. Любовь, мои дорогие, там нам тут сказали, может быть, это именно элемент знакомство у кого-то может тоже такое совпадать. Может быть, случайное знакомство в дороге. Но давайте мы проясним поподробнее на картах Таро. Что же тут нового идет на ваш порог? Что нового придет в вашу жизнь в июле? С чем это связано? Я должна сказать, что если это даже какой-то конверт, бумага, документ, то это очень добрая карта. Это как будто, какая-то либо возможность или прояснится, может быть, ситуация. Вы как будто тут все равно остаетесь довольными. По двойке жезлов, что это такое? Девушка смотрит в окно. А вот смотрите, тут какое-то, может быть, даже дежавю, но с более позитивными эмоциями. Для кого-то из вас, смотрите, колесо фортуна. Вы в чем-то могли даже поставить точку, что-то могли изящно завершить. И, как вы уже думали, вы к этому не вернетесь. Вернетесь, мои дорогие. И это может быть связано либо, может быть, с получением документа, когда вы оставили надежды, что у вас получится что-то в этом деле. А тут как раз есть возможность. И ретро-меркурий. Все то, что, как я обычно говорю с приставкой «пере». Переделать, передумать, переговорить, передоговориться, может быть, да, или пересмотреть какие-то позиции, собственные позиции другого человека, как оппонента необходимо, потому что колесо фортуны. Фортуна сейчас и где-то прообраз победы, это как в ваших руках в течение июля. И это означает элемент новизны. Но десятка мечей, двойка жезлов – это вы по какому-то прежнему вопросу или теме словно не могли прежде что-то поделать. Вы не могли что-то изменить. И, может быть, эта дистанция была такая не короткая. И вы за это время где-то разуверились. Наверное, этот план, вы могли думать, не получится никогда. А вот тут как раз как свежие энергии приходят в тот вопрос или в то дело, которое либо стояло на паузе, либо встреча какая-то откладывалась, я такое тоже не исключаю, либо вы не могли куда-то поехать, а тут, значит, будет возможность. Важное событие, чем запомнится вам июль, а тут прямо это по судьбе. Давайте мы немножко поподробнее. Так что или кого вы не сможете игнорировать? Вы не сможете игнорировать две вещи. Вот тут так абстрактно более, да, пятерка пентаклей всегда недостаток. Первое, нам как будто договориться надо. Но мы говорим недостаток. Вы можете прийти к выводу, что вы недостаточно понимаете человека, а он недостаточно понимает вас. То как будто, знаете, у одного и у второго, если мы пару какую-то, да, берем, и неважно, личная жизнь или вопросы работы, у каждого свое видение, у каждого свои предпочтения. Но лично для вас как будто договориться нужно именно потому, что у вас есть денежный интерес или какой-то материальный интерес. И вполне вероятно, по судьбе вам это как важное событие.
Тут действительно, либо вы сумеете для себя прояснить вопрос материальный, и вам придется действовать вот так, знаете, поэтапно, очень осторожно. Где-то, знаете, как рутина, вот выглядит эта карта по действиям, по активности или по скорости даже. А тем не менее, колесо фортуны – это сама по себе скорость. Поэтому тут какой-то поворотный момент, когда вот мы не можем от этого отказаться. Если мы это переложим на завтра, время, считаю, упустили. И после этого, да, когда, казалось бы, что-то идет в гору, а потом придется, может быть, заняться какой-то рутиной и, ну, как более выверенные шаги вам продолжать. Вам что-то придется рассчитать, мои дорогие, это точно. Причем слушайте свою интуицию. Возможно, кому-то из вас придется оказаться в той местности, где вы себя будете, ну, как знаете, не совсем в безопасности чувствовать. Все-таки иногда по аркану Луна я часто говорю, берегите себя буквально, избегайте скопления толпы. Вам как будто нельзя вообще чье-то решение принимать на веру. Тут могут быть и подсказки вашей собственной мудрости, души, когда как останавливает или говорит, вот тут вот будь осторожнее, тогда слушайте именно, да. Тут ведь искусство мелких шагов. Нам как будто нельзя сказать «нет», но нам нельзя сказать и «да». Но для кого-то эта карта будет проигрываться в решении вопросов семьи и пары, особенно вот с этими значениями пасьянса, потому что идет эмпатия, чувство, ласка, нежность и дом. Но, видимо, вся эта концепция должна быть переложена. Тут вам как будто, знаете, важные разговоры предстоят. Причем эти важные разговоры одновременно, вы их как проигрывать будете со своими планами. Любая тройка – карта будущего. И вот мы по этой карте, обратите внимание, девушка с серфингом приостановилась. Пусть она, мы не знаем, может быть, она на несколько минут. Но она именно сейчас, как готовится к этому прыжку стремительному, если так можно сказать. И мы стоим и как на берегу думаем, все ли я из прошлого взяла с собой в будущее. Ну или взял, мужчина, перекладывайте на себя. Вот может быть такая заминка, как остановиться на полдороги. И вам, может быть, опять же энергии, да, две планеты ретро, мы об этом говорили. Вот вам нужно с чем-то будет определяться, я вижу так. И это судьбоносный выбор. И, может быть, совсем непростой. А вот пятерка пентаклей, мы говорили, мы не чувствуем, ну, взаимопонимание. А аркан сила, энергия как у мага, это ваша сила. Но здесь одновременно все-таки дипломатия. Пусть нам изображен козленок, а вот посмотрите, лицо, голова девушки наполовину, как львиная грива. И чаще в классических картах это изображена прекрасное дело, рядом с нею лев. Так вот, лев подчиняется деве, потому что не чувствует агрессии, мои дорогие водолеи. От вас не должно исходить агрессия. Ну, агрессия, она разная бывает. Я имею в виду, когда мы даже настойчивы, или, знаете, вот упорство. Нет, вот будет так, как мы считаем нужным. Будьте гибче, будьте хитрее, будьте мудрее. Ну и правда, кто знает, где-то мудрость закончилась и началась хитрость. Тут какая-то неоднозначная ситуация, которая, тем не менее, вам буквально по судьбе. Поэтому, если мы будем дипломатами, бонусов будет явно больше. Вот такое важное событие. А что ж там прояснится? Дружба, опять же, какая-то. Продолжение отношений. Десятка червей. Любовь, верность. Все то, что я говорила. А вы знаете, для кого-то из вас, мои дорогие мужчины, это может быть женщина, которой вы испытываете, ну, даже страстную любовь. Вам с ней хочется быть рядом. Или познакомиться поближе, мои дорогие девочки, в отношении вас. Могут быть проявлены тоже вот такие энергии, интересы, да. Ну, это не для всех, но, тем не менее, кому-то важно услышать. А здесь вот как-то по уму надо решать. Конечно, вот это очень добрая карта. Собака – это верный друг. И причем тут такой песик милый, который, посмотрите, без ошейника. Может быть, это и такие отношения без обязательств. То тогда, если мы говорим, что прояснится, на что готов человек, а на что готовы вы, насколько вы готовы углубиться в какие-то отношения, а насколько конкретный человек. Хотя больше собачка нам как будто в зубах держит этот поводок, как будто предлагает
да, вот эту дружбу сама. Но, видимо, не все так однозначно, потому что есть предыдущий у нас момент очень спорный. И все же я больше вижу, что тут нельзя от чего-то отказаться. Все же это очень доброе значение. Мои дорогие любимые водолеи, если вы слышите, что что-то там сверлят, пилят, стучат, ремонт идет за окном, это с улицы, и на это вот я никак не влияю, поэтому надеюсь на ваше понимание. И что же прояснится? Одиночество. Прояснится, посмотрите, какая-то ситуация, когда вы были один на один. Отшельник, конечно, это философ и мудрец, но какая-то история, которая именно сложилась прежде. Я должна сказать, что вам никто не мешает, и вы можете вынести какой-то вердикт, но будьте внимательны, мои дорогие. Здесь у нас может быть, знаете, в течение лета не раз такой момент, или даже множество моментов, когда мы можем даже отказаться от чего-то, а потом назад не повернем. Вот, кстати, что прояснится? Два старших аркана. Правда, тут будут у кого-то межличностные отношения проясняться. И на что вы готовы, на что вы рассчитываете, что, может быть, вам конкретный человек может дать. Точно так же может спрашивать человек у вас, как будто пытаясь разобраться. А вообще для кого-то из вас это будет именно история каких-то сложных отношений, мои дорогие. Ну вот собака, да, мы говорим, друг. Но тем не менее, отшельник. А более того, у нас еще выпадает маг. И карта силы, мы говорим часто, карта женской силы, а маг, безусловно, мужская. Тут какая-то пара, история пары, причем достаточно сложная. Оба сильные личности, договориться очень сложно. С простыми, видимо, да, неинтересно, а со сложными людьми всегда так бывает. Вот у вас какие-то диалоги неизбежны, причем это вам по судьбе, и дополняется это еще какими-то внешними обстоятельствами и одновременно сведениями, новостями, важными документами. Что или кто появится неожиданно, как возможность. Возможность точно будет. Вот эти ключи в ваших руках, но только вы решаете открыть эту клетку или закрыть. И правда, история любви не на последнем месте. Может быть, для кого-то из вас это будет даже какая-то очень долгая предыдущая история, но у вас-то, можно сказать, как и выбор, да, мы об этом с вами говорили, но и карта 33. Это если складывать, мы получаем 6, а 6 это всегда победа. И для кого-то это будет вопрос, именно связанный с бумагами, документами или с деньгами. Что или кто появится неожиданно. Четверка пентаклей. Ну вот, к примеру, у вас может появиться абсолютно такое трезвое, четкое решение, что нет, я сейчас себя сохраняю. Я сейчас сохраняю свои финансы. Я сейчас сохраняю отношения, может быть, какие-то, потому что видите целесообразность. Король чаш – это тот единственный персонаж в колоде, который правильно переключается между эмоциями и вопросами материальными. По-видимому, и вам придется, вот как эмоции, чувства и какая-то конкретика на злобу дня, а может быть и вопросы финансов, вам придется продумывать. Кто или что появится неожиданно. Все же иногда по королю чаш проходят наши близкие, иногда родственники или те люди, с которыми мы, может быть, строили планы. Тут у вас два короля неожиданно могут появиться, когда короли выпадают. Это, знаете, мы как либо в другой общности находимся, либо это могут быть какие-то процедуры официальные, да, с подписанием, согласованием каких-то важных бумаг, и нам нужно пройти, да, вот по разным кабинетам, офисам, инстанциям. Но, может быть, это и у кого-то именно буквально так совпадет, когда человек, который обладает большими ресурсами, чем вы, и вы будете видеть, что вы в нем заинтересованы. Тогда тут может быть двояко. Один человек заинтересован именно в ресурсах другого, а другой как раз будет заинтересован в эмоциях. Поэтому, может быть, нам тут и такие две карты старших арканов, как и сила, так и маг. Так а что это такое для вас?
Но тут все-таки нужно что-то сохранять. И если мы говорим отношения, любовь, а семерка пентаклей, это мы как растим денежное дерево, да, ну, может быть, тут вопрос не совсем про деньги у кого-то, а просто история отношений, за которыми нужно и еще ухаживать, как будто так. Еще не все пути дорожки пройдены, но шанс как будто именно договориться, понять друг друга, возможно, и какие-то документы, да, или сохранить отношения. Документы, может быть, опять же, ну вот что-то согласовать, подписать, договориться по какому-то, может быть, даже сложному такому вибрирующему вопросу. По крайней мере, как возможность у вас будет. Что изменит вашу жизнь или ваши планы? Тут будут не просто планы меняться, мои дорогие, а на долгий период времени. Аркан звезды – это лет 10-20. Но это где-то как, наверное, по Юпитеру во Льве. Будьте внимательны, у вас именно теперь возможность закладывается какой-то длительной дистанции вашей судьбы. И здесь нельзя жить одним моментом. Видимо, июль, правда, не время вынесения вердиктов, а скорее внимательного наблюдения. Что изменит вашу жизнь и ваши планы? Дороги могут, иногда дороги, а для кого-то из вас работа в интернет все-таки проходит дистанции, как и по километражу, если мы говорим, да, аркан звезды. Но точно так же это эфир, пространство, интернет, какие-то ваши планы чистолюбивые, которые тоже каким-то образом, вы видите для себя и перспективы, это факт, причем долгоиграющие какие-то планы. И знаете, вот тут может быть такая сильная связь как между людьми, так и точно по финансам такое тоже может быть как сильная взаимосвязь, даже если один в другом попросту заинтересован. Либо это партнерские отношения. Давайте подведем вот такой итог. Партнерские отношения, которые по бизнесу, по работе строятся. И тогда понятно будет в первую очередь значение финансы, да, нужно договариваться. А у кого-то может быть страстная любовь, опять же, потому что это про страсть. Что изменит ваши планы? Изменятся ваши планы. Нам где-то и аркан пассианса тоже говорили об этом. А у вас сейчас происходит добрая трансформация, мои дорогие водолеи. И не случайно, значит, у вас это солнце выпало в самом начале. Значит, для вас, как и период, вот 6-8 месяцев, далее как будто выстраивает на более долгий период тоже какой-то процесс добрых событий, когда 1000 дорог сходятся в одной точке. Карта совет, к чему приготовиться, к союзу, мои дорогие, договариваться. То я, наверное, об этом говорила очень много в течение нашего видео. Кольцо. Может быть, у кого-то, вы знаете, будет даже такая ситуация, что договориться было сложно, а потом пройдет какой-то период времени, и вы себя, мои дорогие водолеи, поблагодарите, что вы что-то не разрушили, или что вы обошли какие-то острые углы, что вы приняли какое-то соломоново решение. И очень символично, потому что соответствует тузу треф, и это действительно у кого-то может совпадать, как и с важным решением. Может быть, да, может быть не ваше, а человека. А вам придется где-то, ну, вот так гибко лавировать, принимать какие-то условия. Я это не исключаю. Но тогда и для вас открываются новые перспективы. Не упустите какую-то возможность. Сейчас вы, как и полны сил, так и фортуна на вашей стороне. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние, добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.